Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам моих последних новинок в 43-м и в других масштабах. И во вчерашнем видеоролике я вам показывал иномарки, преимущественно легковые автомобили. Сегодня я вам подготовил грузовики отечественного производства. И также мы рассмотрим одну модель автобуса, которая уже снята с производства, но этот автобус я приобрел в свою коллекцию под конец прошлого года. И обязательно пишите ваши комментарии, на какую из показанных моделей вы бы раньше хотели увидеть детальный видеообзор, потому что новинок довольно много, я ими регулярно пополняю свою коллекцию, на все модели просто физически не успеть сделать детальный видеообзор, а ваши отзывы, комментарии, пожелания помогают не только в продвижении этого видеоролика, но и помогают мне определиться с тематикой будущих видео. И перед тем, как мы начнем обзор моих новинок, я вам покажу одну модель, на которую делал детальный видеообзор на основном канале. Это Tatra 128N от Premium Classics, по большому счету европейский аналог Start-Scale Models. Когда я делал видеообзор на этот грузовик, вы могли заметить, что на модели стояли другие покрышки, очень примитивные, и это резина, которая использовалась на ранних моделях от автоистории. И тогда в видеоролике я говорил, что сменю покрышки на улучшенные, и было много вопросов, какую резину на этот грузовик я поставил в итоге. Отвечаю, это покрышки IAV-12B от Maestro Models, и примерял сюда покрышки Ultra Grip от Maestro. Они смотрятся очень массивными, с ярко выраженным протектором, и так как это не военный грузовик, он окрашен не в темно-зеленый, а в синий цвет, я решил поставить более гражданские покрышки, на мой взгляд, они смотрятся здесь уместно. И были проблемы с демонтажом запасного колеса, потому что запаска находится в специальной нише, и также она ограждена каркасом. И я срезал точки крепления каркаса к нижней части кузова, немножко отогнул эту конструкцию, и у меня появился доступ к демонтажу покрышки. И полностью снять каркас у вас не получится, потому что задняя его часть вклеена в раму, и каркас находится с внутренней части на штифтах. И нужно полностью разбирать кузов, чтобы его демонтировать. Поэтому я подумал, как это лучше сделать, и у меня в итоге получилось отогнуть пластиковую деталь. Но будьте предельно внимательны, если вы будете делать похожую процедуру, потому что пластик здесь очень хрупкий. Но, к счастью, у меня ничего не сломалось, и теперь грузовик выглядит вот так на новой резине. И первая модель, с которой мы начнем сегодняшний видеообзор, это военный автобус АС-38 от Start-Scale Models. Модель довольно старая, она предлагалась в двух вариантах окраски. Чисто зеленый автобус, и второй был в двухцветном варианте, и верхняя часть была, по-моему, светло-салатовая, если мне не изменяет память. И эту модель я приобрел для галочки, чтобы закрыть серию автомобилей на базе ГАЗ-66. И у меня в коллекции уже был автобус АПП-66. И та модель мне визуально нравится больше. У нее более богатая детализация, а здесь уровень проработки – это современная журналка. И дверные ручки отлиты вместе с корпусом, и довольно примитивно сделан салон. Но помимо Костромы такую модель серийно больше никто не производит, поэтому решил ее взять. И, по-моему, эти модели уже исчезли с продажи по акционной цене. И этот автобус мне обошелся за 1999 рублей, если не изменяет память. Так что тоже сделаю видеообзор на этот автобус, и мы сравним его с другой техникой на этой базе. И следующие модели от автоистории – это свежие новинки, и они появились в продаже буквально в прошлом месяце. Но как появились в продаже? Был открыт предзаказ на автомобили ГАЗ-51П и ГАЗ-63, и эти модели были раскуплены еще на стадии предзаказа. Моя бронь, к счастью, сработала, и в итоге я получил долгожданные новинки. И эти грузовики мне очень понравились. Я еще не распаковывал их, но через блистер видно
довольно симпатичный цвет и вполне приличное качество проработки. Только единственное, здесь отсутствует зеркало заднего вида с водительской стороны, и я уже перепугался, что этой детали вообще нету в коробке, но она просто слетела с посадочного места и лежит на капоте и хорошо проглядывается сквозь блистер. Когда я буду делать видеообзор на этот грузовичок, я деталь установлю на свое место. И вторая модель – это полноприводный грузовой бортовой автомобиль с тентом ГАЗ-63. И такая модель вышла в двух вариантах окраски. Классический темно-зеленый грузовик, и вторая машина была песочного цвета в варианте такси. Мне больше приглянулся базовый вариант, и эти модели тоже разошлись, не поступая в открытую продажу, но, к сожалению, почему-то мне модель пришла поврежденной. Здесь порвана упаковка, также слетел прозрачный блистер, и я заметил, что здесь повреждено заднее левое колесо, отсутствует колпачок сверху, и этой детали я не нашел в коробке. Возможно, деталь была повреждена еще на стадии сборки. Здесь как раз отчетливо видно, что просто как будто срезан колпачок. Ну, посмотрим, насколько серьезна эта проблема, и не знаю, стоит ли отправлять эту модель обратно, потому что все равно на замену ничего нет. Возможно, просто подыщу подходящие колесные диски. И следующая модель – это КАМАЗ-5460, сидельный тягач. Тоже долгожданная новинка. Эти модели продавались уже продолжительное время. Ну как продавались, тоже на них был открыт предзаказ. Большой ажиотаж. Модели не поступали в открытую продажу по рекомендованной розничной цене. И когда эти модели были новинкой, я оформлял предзаказ, уже оплатил модель, но мне сказали, что их нет в наличии. И потом уже спустя месяц появилась возможность снова заказать этот сидельный тягач. И как раз мы посмотрим, какое у него качество сборки, качество покраски, и лучше или хуже эта модель, чем оранжевый самосвал от ПАО КАМАЗ, который я вам показывал на основном канале пару месяцев назад. Но здесь невооруженным взглядом я уже вижу проблемы с лакокрасочным покрытием, и пластиковые детали по тону сильно отличаются от металлических окрашенных элементов. Следующая модель – это еще один КАМАЗ, сидельный тягач в темно-зеленой схеме окраски, модель 65225. И похожий КАМАЗ выходил и в коробочке от Start Scale Models, только, по-моему, грузовик был окрашен в черный цвет, если мне не изменяет память. И был набор из этого КАМАЗа и трала тяжеловоза для перевозки гусеничной техники. Взял модель для ознакомления и посмотрим, как она сделана. Тоже довольно интересная современная техника. И потихоньку обновляю свой автопарк КАМАЗов, потому что преимущественно в моей коллекции КАМАЗы от Элекона. А современных КАМАЗов не так уж и много. И еще одна модель КАМАЗа, только в виде набора для самостоятельной сборки. Это Евротягач КАМАЗ-54901. И эта модель из эпоксидной смолы, и собранный вариант продается под брендом Model Pro. И этот набор я тоже взял для ознакомления, чтобы посмотреть, какое здесь качество материалов, из скольки деталей состоит данный набор. И как раз сравню его с продукцией от Eligor. И можно будет понять, насколько хороши эти модели и стоит ли покупать продукцию в собранном виде от бренда Model Pro. И эта модель у меня запакована еще в пленочке, я ее не открывал, и сделаю распаковочный видеоролик, мы посмотрим, из чего состоит данный набор. И затрудняюсь ответить, буду ли я собирать эту модель в ближайшее время, потому что попросту нету времени. И у меня тоже не такой большой опыт по сборке моделей. Конечно, я их собираю, но моя сборка меня не всегда устраивает. Все же нужно набить руку, это и хорошая покраска, и аккуратная сборка. И пока что тренируюсь, скажем так, на кошках, на модели ручной работы.
и на других изделиях, которые я пытаюсь изготовить самостоятельно. И последняя модель – это еще один полноприводный ГАЗ-63, только модификация А с лебедкой, и это модель в коробочке Start Skill Models, тоже симпатичный грузовичок, и здесь как раз можно посмотреть, как сделана эта модель, потому что она лучше просматривается сквозь прозрачный дисплей-кейс. И на этот грузовик я в ближайшее время сделаю детальный видеообзор, потому что мне не терпится самому посмотреть, что это за такой грузовичок. И также я сделаю сравнительный видеоролик, где мы посмотрим на эту модель и на аналог от Deep Models. И пишите ваши комментарии, какая из показанных моделей вам понравилась больше всего. Возможно, вы тоже обзавелись похожими новинками. Поделитесь вашим мнением по поводу качества сборки, ценовой политики некоторых брендов. Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот и на основной канал, если вы не сделали это ранее. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.